и дети. Привет, спасибо за приглашение. Можешь, пожалуйста, в двух словах представиться, рассказать о себе, чтобы девушки, наши участники, тоже могли с тобой познакомиться? Да, конечно. Я Свята, живу и работаю сейчас в Болгарии, в Софии, сама из Украины. Почти всю свою сознательную жизнь я работаю в бизнесе, в корпоративном бизнесе, то есть в корпорациях. И в какой-то период времени поняла, что мне хочется понять глубже себя и понять, как я лучше могу помочь другим. Вот. И я не знаю, для меня это было импульсно, но Наташи курс по аромакоучингу был как раз очень вовремя. И действительно помог мне во многих аспектах и с точки зрения позиционирования для себя нового направления а, и сейчас, и в будущем, как практика с точки зрения коучинга, и особенно с эфирными маслами, которые вот сейчас прям всегда везде со мной. И это не Голубая ель реклама, они Айдахо? просто... Да, да. Вот у меня на рабочем столе голубая ель Айдахо, бергамот, Magnify Your Purpose и Believe. Вот. Но, в принципе, вся семья тоже как бы поддерживает и любит аромапомощники наши. Но мы сегодня говорим про коучинг. Я очень рада была видеть тоже слайд о Яне. Яна, привет. Мы как раз были в тройке. Да-да-да. Вот. И, то есть вот именно коучинг, аромакоучинг – это не только, скажем так, для себя, как, например, перед этим Наташа говорила о Яне. Это как минимум для себя, вот, а как максимум еще и для других. Потому что ты как коуч, как аромакоуч, можешь намного больше помочь людям, особенно если знания, которые ты получаешь, добавлены или углублены, если можно так сказать, с эфирными маслами. Это, опять же, уникальная ниша, если мы смотрим с точки зрения бизнеса, да. Ты можешь их использовать во благо другим. Я думаю, это самая главная, наверное, цель, которую мы все перед собой ставим в большинстве случаев, да. Вот для меня, что было очень важно и интересно, это же, конечно же, структуризация, систематизация знаний. И курс у Наташи нереально огроменный, нереально, скажем так, большие пласты тематики, которые покрывают коучинг, поскольку это, во-первых, это глубинное понимание себя, а я, например, да, или личность, это же все, что вокруг тебя, и твоя семья, и отношения, которые с ближайшими или с далекими родственниками, да. И вот твое внутреннее состояние очень влияет на внешнее, да, на все обстоятельства, которые рядом. Наташа, я как раз подключилась чуть попозже, но я слышала про коуч-состояние. Это, кстати, был один из моментов, которые я сейчас на самом деле пытаюсь, скажем так, каждый день однозначно перед началом рабочего дня использовать. Конечно же, когда это более, скажем, глубинные ситуации, либо коуч-сессии, либо даже просто на работе, я говорила, в корпорации большой, да, это продажи с важными клиентами или какие-то важные совещания, то да, масло Айдаха и коуч-состояние позволяет вот реально где-то отстраниться, но в то же время вот эта отстраненность, она позволяет более правильно понять ситуацию, да, и оценить ее с разных сторон, и убрать, возможно, какие-то эмоции. Кстати, вот тоже пересматривала недавно занятия, да, эмоции, особенно для людей в бизнесе. Да какие эмоции, да, ты потом понимаешь, что таки да, эмоции – это очень важно. Вот, Помощник. наверное, помощники, да, где-то помощники, а где-то не очень. Вот. Ты понимаешь, какими управлять и о чем они тебе сигнализируют? Ты знаешь, Наташ, даже в первую очередь ты понимаешь, что эмоции – это не хорошо и не плохо, как ты говоришь, да? Это Да. скорее возможность остановиться и услышать себя, либо других, потому что, опять же, помогая другим разобраться в их эмоциях, ты понимаешь, а что за этим стоит и куда двигаться. И это касается разных вопросов, тех же отношений,
либо цели, постановка цели, либо твое движение на пути к цели. Ну, наверное, такие первые, которые приходят в голову моменты с точки зрения коучинга и арома-коучинг. Вот, да, буду очень открыта. Сначала арома это было как-то вообще очень непонятно, но потом это настолько понимаешь, насколько это важно и просто усиление, и ну, такие помощники вроде как невидимые, но в то же время такие приятные и мощные. Класс. И скажи, пожалуйста, я знаю, что ты тоже, ты же являешься ведущей трансформационных игр, и ты совместила это вместе. Да, на самом деле, это, кстати, тоже был один из моментов, который именно на курсе, именно в нашей тройке, вот Яна не даст соврать, это была поддержка внутри группы, где мы помогли друг другу, фактически, да, в маг-игры, это очень интересно, еще одна, скажем так, кто-то может это назвать подсказкой, кто-то это, возможно, назовет каким-то светочем. И здесь, опять же, точно так же в зависимости от запроса, в зависимости от игры, ты можешь помочь человеку, опять же, с коучинговыми техниками. В большинстве случаев, когда это маг-игра, это, конечно же, вопросы, да, это, конечно же, состояние, но это более легкий такой формат привести человека, который, возможно, еще не знаком, да, что это, но тем не менее ему интересно поиграть, да, все мы дети где-то в душе, нам интересно поиграть. И вот объединение этих техник, маг-игры, коучинг, коучинговое состояние, арома масла, это такой новый уровень, если можно так сказать. Кстати, да, если кому-то интересно, пишите. Очень занятное время и возможность в игровой форме получить ответы в разных сферах на вопросы, которые волнуют вас или ваших друзей. Супер, класс. Можешь вот последний вопрос, который хочу тебе задать. Да, конечно. Если бы вернуть, да, знаешь, время год назад, и у тебя такая возможность, пошла бы ли ты повторно на этот курс и решилась ли бы ты на эти опять трансформации, осознания? Да, я думаю, да, но вопрос ведь не в том, пошла бы ли я повторно. Здесь каждый должен слушать себя Я имею и в виду про тебя лично, про тебя. Вот если вернуть время назад, да, и ты уже знаешь, что ты получила за этот год, вот лично для себя, потому что, конечно же, каждый сам для себя, а именно ты. да, конечно бы пошла. Если вернуть время вспять, то да, конечно. И это было очень интересное решение. Кто-то, возможно, долго думал, кто-то знал Наташу до того. Мы с Наташей встретились где-то в сети через йогу, через нашего учителя. Да, это был, ну, как бы точки соприкосновения, но никакого отношения к коучингу. А дальше это было очень импульсное и очень правильное решение, которое мне очень помогло на самом деле в жизни. И я еще раз вот так вот возвращаясь обратно, понимаю, что это было интересно, это было глубоко, и это было познавательно. Так что, Даш, да, советую всем. Спасибо большое, что была с нами, поделилась тоже своей историей. Благодарю тебя и желаю тебе еще более глубинных осознаний и применения коучинга в работе и в своей коучинговой практике, аромакоучинговой с клиентами. Спасибо Да, тебе. спасибо, Наташа, всем удачи. Пока. Благодарю. Пока-пока. Друзья, давайте тоже Святе пошлем благодарности, отправим реакции, сердечки за то, что она с нами была.